Привет, друзья! С вами Алексей Стеклов на канале Видео Ворчун. Пафик, как водится, начинает детонировать. Слышите, как молочит пальчиками, поршнями, как один написал, или там клапанами. Вот. В общем, детонирует всего лишь навсего. Понятно, что дизельный двигатель работает и так всю жизнь в режиме детонации. Но вот этот грохот, он очень неприятный. Есть куча мнений. Слышите? Вот. Есть куча мнений, как избавиться от этой болячки. Типа надо что-то там поменять в фильтре и так далее. Что какой-то там обратный бошевский клапан. Вот у меня, например, на автомобиле фильтр другой конструкции. Фильтр с лягушкой. Вот, и никаких там бошевских клапанов нет. Заменить там нечего, и ничего это дело не поможет. Никакие шаманства с топливным фильтром и обраткой. Есть мнение, что вся эта беда происходит из-за завоздушенной топливной системы и, как следствие, недостаточным количеством топлива. И, грубо говоря, двигатель работает на переобъединенной смеси. И если изъясняться карбюраторно-бензиновой технологии, происходит слишком раннее зажигание. А по факту получается слишком раннее воспламенение нашей топливно-воздушной смеси в камере сгорания. От этого происходят вот те самые детонационные моменты, какое, волшебное слово, от которых мы попробуем избавиться, установив вот этот вот топливный насос, который, собственно, разработан именно для перекачки дизельного топлива. Этот насос уже используется давно многими дальнобоями и дизелистами, скажем так. Поставлю я его под капот. Есть вариант установить его в зоне бензобака, но если в автомобиле есть какая-то неплотность именно по топливному тракту, откуда, собственно, и происходит подсасывание воздуха, то значит соляра у нас попрет где-то под брюхом на землю. Понятно, что надо содержать топливный тракт в порядке, чтобы все было всегда чистенько, ничего нигде не подсасывало, но как выяснить, что у тебя что-то где-то подсасывает, пока не поставишь насос, я не совсем понимаю. Мало того, нигде в топливном тракте, ни под капотом и так далее нет прозрачных участков, поэтому я даже не понимаю, есть там воздух, нет воздуха. Поэтому я решил под капот поставить что? Во-первых, топливный фильтр сразу после моего топливного фильтра, потому что был уже опыт такой установки. И парадокс. Топливный фильтр, установленный после фильтра тонкой очистки перед ТНВД, забился грязью, он был реально черный. Если вы заботитесь о своем ТНВД состоянии, после фильтра тонкой очистки обязательно ставьте еще один фильтр. Это очень сильно поможет. Если вы мне не верите, поставьте прозрачный, последите за его состоянием и поймете, что я прав. Итак, первый — это фильтр тонкой очистки. Далее будет насос, потом будет участок прозрачного топливного тракта, либо я еще один фильтр туда всуну, не знаю пока. Вот, и все это дело заведем, посмотрим, будет ли воздух. А теперь едем в магазин автокрепежа затариваться трубочками, хомутиками и всякими переходниками. Зачем нам переходники, смотрим в этом видео. Погнали! Итак, друзья, все собрал, не стал вас парить. Вот такой шланчик, там то все, такие это. Я вам покажу прямо на месте, как это уже собрано. Фильтр, про который я вам говорил, обратите внимание, он почернел. То есть обязательно после фильтра тонкой очистки нашего любимого ставьте еще один фильтр тонкой очистки, и вы будете удивлены, приятно, либо наоборот неприятно. После топливного фильтра нам нужна трубочка буквально 25-30 сантиметров. Это 8-миллиметровый армированный силиконовый шланг. Подводим его к насосу. Насос обязательно ставится вертикально. Что бы там ни говорили, что ему пофиг и так далее. Ребята, у него вот здесь расположен клапанный узел, поэтому только вертикально, выходом вверх. Далее я поставил прозрачный шланг, тоже 8-миллиметровый. Друзья, здесь как раз обратите внимание, это тот самый участок, который мы разрезали. То есть ранее у нас шланг шел из фильтра на металлическую трубку, мы ее отрезали, и вот здесь именно на этом участке нужен переходник
металлический 10/8. Друзья, когда будете покупать переходники, обязательно смотрите, чтобы они были с вальцовками, чтобы была возможность качественно обжать хомутами. Пусть это соляра, пусть это менее воспламеняемое топливо, скажем так, менее опасное, чем бензин, но тем не менее. Я не посмотрел, взял отстойник без этой вальцовки, и я его ставить не буду 100%, потому что, это просто опасно. Насос у нас подключен параллельно электропомпе в системе охлаждения. Про нее я расскажу как-нибудь в другой раз. Как правильно удалена система EGR на этом автомобиле, как упрощен, скажем так, тракт водяного охлаждения, как удалены трубки обогрева EGR. Об этом всем вы можете увидеть в следующих видео, так что следите за каналом, подписывайтесь обязательно, и вы ничего этого не пропустите. Включаем зажигание, просто посмотрим, как будет вести себя наш насосик. Ну что, уже сдохнуть успел, что ли? Естественно, в системе где-то хапнул воздуха. В чем кайф, кстати, этого насосика? То, что не обязательно постоянно дергать лягушку после смены фильтра. То есть можем включить просто зажигание, он соляру прокачает. Ничего, такой настырный насосик. Ждем, пока не заполнит систему топливом. В выключенном двигателе видно прет давление. И мы видим, как из неплотности корпуса выходит воздух, благо не течет топливо, но немножко сифонит. Это не очень хорошо. Трубочка наполнилась солярой, единственный пузырек здесь болтается, как уровень. Насосик стоит, воздух выгнал. Кстати, еще одна фишка этого насоса, что перед запуском, пока греются свечи накала, у вас подкачивается топливо перед ТНВД, это тоже очень хорошо. После подобной процедуры, да и вообще любой более-менее серьезный, необходимо сделать сброс адаптации двигателя. Как это делается, смотрите вот в этом видео. А я покатаюсь, посмотрю, как он себя оправдает, не оправдает. И в одном из следующих видео обязательно расскажу какой-то опыт эксплуатации этого насоса, что с ним произошло, умер он, не умер, перестало у меня детонировать, не перестало детонировать. Как-то так. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и главное, не болейте. Пока.